Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сегодня делюсь рецептом быстрых и очень вкусных пирожков-трубочек без дрожжей с двумя видами начинки. Пирожки улетают как семечки за 5 минут. В миску наливаю 250 мл воды, добавляю чайную ложку соли. Вливаю 200 мл растительного масла. Постепенно просеиваю 500-600 грамм муки и замешиваю мягкое тесто. Сначала замешиваю в миске, а домешиваю на столе. Приготовь, поделись, подпишись. Тесто получается очень мягкое, приятное на ощупь и совсем не липнет к рукам. Кладу тесто в миску, накрываю пленкой и оставляю на 15-20 минут, пока буду готовить начинку для пирожков. Тесто должно отдохнуть. Для первой начинки быстренько обжариваю фарш. У меня свинина с говядиной. Фарш можно брать любой. «Не одним хлебом единым», – сказал повар школьной столовой и добавил в котлеты немного говяжьего фарша. Но у нас-то пирожки домашние. Мы не будем добавлять в фарш ничего, кроме соли, перца, да и разве что нарежем немного зеленого лучка да петрушечки для сочности и аромата. Можно еще добавить зубчик чеснока, если любите острое и пикантное, как я. Хорошо перемешиваю, и первая начинка готова. Для второй начинки в миску тру отварные яйца. Также натираю на терке кусочек ветчины. Можно взять колбасу или сосиски. Загляните в холодильник, возможно, эти пирожки – это хороший повод утилизировать залежавшиеся продукты. Добавлю зеленый лук для сочности и аромата. И тру на терке 50 грамм сыра. Я взяла два вида сыра, твердый и сулугуни. За остатками сыра, кстати, тоже можно заглянуть в холодильник. Вторая начинка готова. Немного перчу ее, солить не буду, так как ветчина и сыр и так достаточно соленые. Вот такие два вида начинки у нас с вами получились. И тесто уже отдохнуло, принимаемся за пирожки. Делю тесто на небольшие кусочки. Подпыливаю стол мукой и раскатываю кусочек теста в тонкую лепешку. Кладу ложку начинки из фарша и сверху можно положить горсточку сыра. И сворачиваю вот в такой веселый пирожок-трубочку. Посмотрите, как здорово! Все делается быстро и просто. Гораздо проще, чем классические пирожки. И края у таких пирожков никогда не расходятся. Повторим. Берем скалочку, раскатываем лепешку. Хотя некоторые мужчины знают, что если в руках у женщины скалка, еще не факт, что будут пирожки. И делаем второй вид пирожков с яичной начинкой и ветчиной. Я не стала добавлять в эту начинку отварной рис, посмотрим, что получится, думаю, будет вкусно. Ну вот, трубочки мы накрутили, выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Сверху смазываю желтком, смешанным с ложкой молока, и посыпаю кунжутом. Духовку разогреваю до температуры 180 градусов и выпекаю трубочки около 25 минут. Как только они зарумянились, достаю их из духовки. Можно делать такие пирожки любого размера, побольше, поменьше.
как вам и вашей семье больше нравится. Пирожки исчезают очень быстро, не успеете и глазом моргнуть. Вкусные и в горячем, и в холодном виде, и выходит совсем недорого. Давайте разломим пирожок. Сверху румяное, золотистое, слоено-песочное тесто, а внутри много сочной начинки. Обязательно попробуйте, эти пирожки станут вашими любимыми. Друзья, если вам понравился рецепт, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и поделитесь с друзьями. Ну а я прощаюсь, до новых вкусных рецептов. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Скоро увидимся!